Ты зачем ее сюда притащил? Нервы мне потрепать. А ничего, что я ребенка жду. Твоего ребенка. Оленька зажала уши ладонями и одновременно постаралась стать незаметной. Женщина продолжала бушевать. Андрей, растрепанный, с красным лицом, выскочил из кухни, схватил с вешалки куртку и выбежал из квартиры, громко хлопнув дверью. «Пошла вон отсюда!» В дверях появилась красивая женщина с большим животом. Девочка, как была в тапочках и платье, так и выскочила на лестничную площадку. 7 лет назад Андрей, тогда молодой специалист, только закончивший медицинский институт, приехал в районный центр. Юношей двигало желание помогать больным людям, ведь по диплому он был врачом-терапевтом. Главврач местной поликлиники, куда Андрей пришел устраиваться на работу, на секунду потерял дар речи. Из Москвы? После института? Женщина вскочила с кресла, села обратно. «А 2 ставки возьмете?» Так на попечении Андрея оказалось почти 1000 человек. Есть такое выражение: «потянулись серые будни». Так вот, это не про работу Андрея. Рабочие дни мелькали, как разноцветные стеклышки в калейдоскопе. Тем удивительнее было услышать от главврача: «Андрей, ты в отпуск не собираешься?» «Какой отпуск?» Молодой человек заполнял карточки больных, не поднимая головы. «Ты 10 месяцев отработал, пора заявление на отпуск писать». «Так на улице сентябрь уже. Зачем отпуск в октябре?» «По закону положено. Отработал, иди в отпуск. Пиши заявление». Ирочка родилась и выросла здесь. Она любила свой крохотный городок всем сердцем. Старинные церквушки, полуразрушенные барские особняки, тенистые улочки, полноводная река, разделившая город на 2 части, и люди, приветливые, радушные. После окончания школы Ирина поступила в местное педучилище, а после его окончания устроилась работать в детский сад воспитателем. Та осень выдалась ранней, дождливой и холодной. Отопление еще не включили, в зданиях была сырость и промозглый холод. Детишки в младшей группе детского сада заболевали один за другим. Воспитатели и нянечки держались из последних сил, но и их выкашивала простуда. Утром Ирина поняла, что пришел и ее черед. Горло першило, голова болела, ломила суставы, навалившаяся слабость не давала даже подняться с постели. Градусник равнодушно показал 38,8. Идти на работу с такой температурой нельзя. Девушка из последних сил дошла до соседки тети Вали и попросила вызвать врача на дом. «Ох, милая, вызов-то приму». Регистратор тяжело вздохнула. «Но доктору нашему не разорваться. Пей больше жидкости и жди». Количество вызовов на дом в последний перед отпуском рабочий день привело Андрея в ужас. К вечеру ноги гудели, спина и плечи ныли, желудок сводило от голода. До небольшого особнячка на окраине, перестроенного в жилой дом, он добрался уже затемно. Вызов был последним. Больной значилась молодая девушка. Андрей не очень торопился, подозревая, что какая-нибудь студентка не хочет ходить на учебу, поэтому и вызвала врача. На звонок никто не вышел, но дверь оказалась не заперта. В тихом городке это была не редкость. Андрей прошел вглубь квартиры, окликая хозяев. На кровати лежала молодая девушка. Лицо горело, волосы растрепались, губы запеклись. Хриплое дыхание было слышно даже без фонендоскопа. «Девушка!» Андрей слегка потряс ее за плечо. Даже через ткань ощущался жар. Девушка открыла глаза. В сознании молнией пронеслась мысль.
Ирина Павловна? Короткий подтверждающий кивок. На что жалуемся? Горло, прошептала Ира. Так еще никогда не болело. И температура. Налет на миндалинах, увеличенные лимфатические узлы, высокая температура и стремительное развитие болезни указывали на ангину. Я выпишу антибиотики, жаропонижающие, полоскание. Андрей быстро выписал рецепт. Задумался на секунду. Есть кому сходить в аптеку? Нет, прошептала Ира. Я живу одна. Где ближайшая аптека? Через 2 дома. Андрей спустился на улицу, купил лекарства, в магазинчике взял 2 лимона и вернулся в квартиру. Дал девушке таблетку, подогрел воду, налил в банку и выжал туда половинку лимона. Через полчаса выпьешь жаропонижающее. Поставил на стол банку. И это надо все выпить, пока теплое. Антибиотики принимай 3 раза в день. Жаропонижающее по мере необходимости. И пей больше. Там еще лимоны остались. Зачем вы? Девушка попыталась приподняться на постели. Я вам деньги верну. Спасибо. Поправляйся. Андрей и Ирина встретились через 10 дней на центральной площади городка. Девушка после болезни прогуливалась по улице. Молодой человек, не имевший в городе близких друзей, откровенно скучал в отпуске. «Как вы себя чувствуете?» Дежурно поинтересовался Андрей. «Спасибо, вы меня спасли». Больше тем для разговора не было. Молодые люди испытывали неловкость. «А давайте посидим в кафе». Андрей сам удивился своему предложению. Что-то привлекало его в этой девушке. «Давайте», — Ира улыбнулась. И они начали встречаться. Ирина показывала местные достопримечательности, рассказывала легенды о старинных особняках и привидениях в них живущих. Андрей приглашал девушку в кино, кафе, на каток. Стремительно пронеслись осенние и зимние месяцы. Растаяли мартовские сосульки, и вот уже расцвела на газонах мать и мачеха. Андрей встретил девушку с огромным букетом роз. «Сегодня полгода, как мы встречаемся. А мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь». Глаза девушки сияли. В этот вечер Андрей впервые остался у Ирины. «Андрей Иванович, тут женщина звонит. Говорит, что ваша мать». Молодой человек взял трубку. «Андрюша, я еле тебя нашла». В голосе матери слышались истерические нотки. «Мама, здравствуй. Что случилось?» «Папа в больнице. Инфаркт. Состояние тяжелое. Срочно приезжай». Андрей перед отъездом успел забежать к своей Ирочке. «Я вернусь, солнышко. Папе станет полегче и вернусь». Отцу Андрея лучше не становилось. Да еще и у мамы на нервной почве случилось обострение гастрита. Андрей разрывался между болеющими родителями. При этом звонил то в детский сад, то соседке тете Вале, чтобы хоть пару минуток поговорить с любимой. Телефонный звонок, раздавшийся в московской квартире, изменил жизнь мужчины. «Андрей Иванович, это главврач поликлиники». Голос был смутно знаком. «Вы все еще числитесь у нас на работе на 2 ставках. Хоть за 2 месяца ни разу не появлялись на рабочем месте. Я вынуждена вас уволить». Вечером Андрей позвонил соседке и попросил Иру к телефону. «Родная, я очень скучаю. Так хочу тебя увидеть хоть одним глазком. Мне пришлось уволиться, но я найду здесь работу и обязательно заберу тебя. Я тоже очень соскучилась». Ира положила трубку и перевела дыхание. «Опять не сказала?» Валентина Григорьевна осуждающе посмотрела на девушку. «Если я ему нужна, то он приедет, а если нет, то и говорить незачем».
Ира погладила округлившийся живот и вышла из квартиры, глотая слезы. Столичный ритм жизни, поиск работы, новый коллектив крупной городской больницы и новые обязанности, уход за родителями затянули Андрея. Иногда по ночам он вспоминал свою Ирочку. Несколько раз звонил тете Вале, но сначала телефон не отвечал, а затем мужской голос ответил, что такие здесь не живут. Через 2 года после устройства Андрея на работу в больнице появилась новая медсестра. Яркая внешность, эффектная фигура и прелестное личико привлекали внимание мужской половины коллектива и вызывала зависть у женской. Но Арина с первого дня была увлечена только Андреем. Для него она надевала вызывающие короткие платья и огромные каблуки. Для него приносила свежайшую выпечку, для него мурлыкала популярные песни про любовь, сидя в ординаторской. Но Андрей, ровно относившийся и к молоденьким медсестрам, и к пожилым санитаркам, не обращал на старания девушки внимания. Новогодний корпоратив, устроенный силами сотрудников, затянулся. Андрей, равнодушный к алкоголю, в тот вечер позволил себе сначала несколько бокалов шампанского, затем пару стопок водки, а затем утром он проснулся с больной головой в незнакомой квартире и абсолютно не помнил, как здесь оказался. Дверь в комнату открылась, и вошла Арина. Девушка была босиком, в коротеньком халате и с распущенными волосами. «Дорогой, ты просто ненасытный зверь!» Арина попыталась погладить мужчину по груди. Андрей отвел ее руку. «Извини, мне жаль, но это была ошибка». «Ошибка? Вчера ты так не думал». Андрей поспешно собрался и уехал домой. Через месяц Арина остановила его в коридоре больницы. «Андрюша, у нас будет малыш. Я беременна. Ты рад?» Андрею потребовалось пара месяцев, чтобы переосмыслить произошедшее и принять решение. «Арина, ребенок не виноват. Ему нужен отец. Я подготовлю комнату для малыша, и ты переедешь ко мне». «Ты делаешь мне предложение?» — кокетливо переспросила девушка. «У нас будет свадебное путешествие. Где мы будем покупать кольца?» «Подожди. Пока мы говорим только о малыше, который должен родиться». «Хорошо». Арина скромно опустила глаза. Меньше всего в этот момент ей хотелось, чтобы Андрей догадался о ее мыслях. Междугородний телефонный звонок разорвал тишину комнаты. «Андрей Иванович, это я, Валентина Григорьевна». Давно забытый голос пробивался через помехи. «Вы помните? Соседка Ирочки». Андрей прислонился к стене, чтобы унять дрожь в теле. Забытые воспоминания нахлынули и оглушили. «Алло, алло, Андрей, вы слышите?» «Да», — он судорожно сглотнул. «Ирочка уже неделю как пропала. От меня заявление в милицию не принимают». «А я-то при чем? Не понимаю». «Ирочки нет, мне на работу надо, а Оленьку девать некуда», — скороговоркой объясняла женщина. «Я ничего не понимаю. Что вы от меня хотите?» «Ирочка так и не сказала? Оленька, ваша дочь». «Что?» Через неделю ранним утром в квартиру Андрея позвонила пожилая женщина в простеньком пальто. За руку она держала малышку лет 5. Даже при беглом взгляде на ребенка было очевидно ее внешнее сходство с Андреем. Через час уставшая малышка спала на диване, а Валентина Григорьевна и Андрей беседовали на кухне. «Ирочка тебя очень ждала, приходила ко мне, садилась у телефона и ждала. Говорила, если любишь, то обязательно приедешь за ней». Андрей до хруста сжимал кулаки, смотрел сухими глазами в окно и вспоминал. А потом родилась Оленька. Мы с Ирочкой решили съехаться.
Ее однокомнатную и мою крохотную двушку обменяли на большую двухкомнатную в центре. У нас очень хорошо, светло, рядом детский садик, поликлиника, парк. Я звонил, искал. Ирочка не хотела уезжать, но Оленьке там лучше. В садик устроили, подружки появились. А потом Ира пошла на работу и не вернулась. У меня в милиции заявление не приняли. Сказали, что я не родственница. Куда же она могла деться? Не знаю. Не могла она Олю бросить. Ко мне уже участковый приходил. Сказал, если Ира не найдется, то девочку в детский дом заберут. Что же делать? Андрюшенька, установи свое отцовство. Фактически у Олечки будет отец, и ее уже не заберут, а жить она будет у меня. Вечерним поездом Валентина Григорьевна вернулась домой, а Оля осталась в квартире Андрея. Они быстро нашли общий язык и мирно играли, пока от подруги не вернулась Арина. Андрей на улице судорожно выкурил 2 сигареты подряд и вернулся на лестничную площадку. Тихие всхлипы привлекли его внимание. Оля сидела прямо на ступеньках и плакала, вытирая слезы кулачком. Андрей подхватил ребенка и кинулся в квартиру. Чтобы завтра же ее здесь не было. Арина аж притопнула в гневе ногой. «Ты не забыла, что это моя квартира, и Оля моя дочь?» Вдруг Арина вскрикнула, побледнела и осела на диван. «Скорую, мне плохо. К нам в больницу поедешь, я уже договорился». Хоть Андрей и не испытывал нежных чувств к Арине, но рождение ребенка – это всегда трепетно и волнительно. В больнице уже знали, что у Андрея Ивановича ночью родился сын. Утром сотрудники как-то вяло поздравляли коллегу, косились и перешептывались. Пользуясь служебным положением, Андрей прошел в детское отделение. По огромным глазам детской медсестры мужчина понял, что с ребенком что-то не так. В кроватке лежал крепенький малыш с откровенно азиатским разрезом глаз, черными волосиками и желтоватым цветом кожи. Так сложилось, что в роду Андрея никогда не было азиатов. Арина также обладала славянской внешностью и русыми волосами. На следующий день Андрей взял отпуск за свой счет и уехал с Олей. Их встретила взволнованная Валентина Григорьевна. «Андрей, я обзванивала больницы. В соседнем городке 2 недели назад в больницу привезли девушку без сознания. Судя по травмам, ее сбила машина, а затем завезли в лес и бросили умирать. Девушка пришла в сознание, но у нее амнезия. Едем, прямо сейчас». Дорога заняла почти 2 часа. В крохотной палате на койке, застеленной стареньким бельем, лежала девушка с перебинтованной головой. Услышав шум, она открыла глаза. «Мама!» Оленька вырвала руку и кинулась к кровати. Ирина нахмурила лоб, прищурилась, вглядываясь в лицо Андрея. И вдруг глаза ее широко распахнулись. «Я знала, что ты приедешь». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.